Привет! Меня зовут Мария, и я преподаю русский язык как иностранный. Когда я работала в университете в Москве, у меня был не один студент, носитель арабского языка. И для всех моих студентов, носителей арабского языка, была большая проблема отличить русский звук «о» от русского звука «у». И дело в том, что им это было трудно не только из-за особенностей арабского, их родного языка, но еще и из-за того, что русские звуки «о» и «у» на самом деле очень похожи. Не просто так на место уже устаревшего слова «нумер» пришло слово «номер». И такие слова, как «нуль» и «ноль» в современном русском языке спорят. В этом видео я вам расскажу, почему же так легко спутать звуки «у» и «о», чем же они так похожи и в чем очень интересная особенность русского звука «о». Готова поспорить, что такого вам еще не рассказывали. Итак, сразу к делу. Русский звук «у». Чтобы его произнести, вся масса вашего языка вместе с кончиком должна быть оттянута назад. Ваш язык превращается в единый комок, и задняя часть спинки языка оказывается приподнятой. Вообще обычно русский звук «у» не вызывает трудностей, хотя бы потому, что позиция губ очень характерная для этого звука. Губы вытянуты вперед и округлены. У, у, ü неправильно. У правильно. Это звук заднего ряда. А теперь как же мы произнесем звук «о»? Вы мне скажете, ну в чем проблема? Очень простой звук. Во-первых, сама буква подсказывает нам, как его произнести. Да, стоит просто сказать «о». Но нет, русский звук звучит не так. «О», «а», «оу». Нет, это не венгерский, например, «о». Это не английский, например, «оу». А как же произносить русский звук «о»? Давайте попробуем разгадать эту тайну. Возьмем английское слово, вот это слово, и произнесем его с русским акцентом. Прям вот по-русски. Я его произнесу пост. Не post, а пост. Заметили, что русский звук «о» на самом деле это как бы обратная перемотка английского звука «оу». Русский звук «о» на самом деле не однородный. То есть позиция языка и позиция губ меняется в процессе произнесения этого звука. И вы начинаете со звука, который больше похож на «у», потом губы раскрываются чуть шире, позиция языка тоже меняется, и получается такой неоднородный звук. Если мы его замедлим, то вы услышите «о». Ну, например, русское слово «кошка». Кошка. Я не говорю «кошка», я не говорю «кошка», я говорю «кошка». Кошка. Конечно, русские люди говорят быстро, и поэтому изменение вот этого звука не так просто заметить. И вообще, если даже вы неправильно произнесете этот звук, произнесете его однородно, то это не сильно повлияет на ваш акцент. Да? Это та деталь, которая не перевернет ваше произношение на 180 градусов. Но это именно та деталь, которая мешает, когда ваше произношение уже почти идеальное.
Вот помните, не так давно у меня был прямой эфир, и в гости приходила моя студентка из Польши, Вероника. Вот именно с ней мы столкнулись с такой трудностью. У нее уже было замечательное произношение. Все получалось, все самые трудные моменты мы с ней разобрали. И оставалось что-то, что не давало мне сказать, что ну вот сейчас идеально, вот сейчас ты сказала без акцента. Что-то мешало. Придыхание? Нет. Не придыхание, там был не русский, однородный звук «о». Вместо русского неоднородного «о». То есть русские звуки «у» и «о» действительно очень-очень близки, очень похожи. И, кстати, когда я пишу субтитры для моих видео на YouTube, сначала я загружаю видео, и YouTube помогает мне составить субтитры. Остается их только отредактировать. Так вот, очень часто в автоматических субтитрах на YouTube бывают ошибки именно с этими буквами. Да? То есть он не слышит разницы иногда между О и У. Мне кажется, после этого видео человек 400-500, обычно 400-500 человек смотрят мои видео, по всему миру будут проверять, какой же О в их языке, как же он звучит у них. Сейчас все будут ходить и такие О. Проверяйте, какой О в вашем языке, отличается ли он от русского звука О. Напоминаю вам, что сейчас у нас в самом разгаре второй блок фонетических тем, который посвящен гласным русского языка и мягким, твердым согласным. После того, как этот блок тем закончится, в начале июля мы снова встретимся с вами на мастер-классе онлайн. И вы уже сегодня можете оставить ваши контакты в форме в описании к видео, если планируете быть на этом мастер-классе. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. И на этой ноте прощаюсь с вами. Пока-пока.